Всем привет, меня зовут Нина Заславская. Вы прислали мне на разбор очень много работ, но буду ли продолжать я этот формат, зависит только от вас, а нужно досмотреть всего лишь этот ролик до конца. Ну что, переходим к разбору. Итак, первая работа. Посмотрите, достаточно хорошая работа, красивый градиент, хороший переход цвета. Но есть недочеты, конечно же, я всегда их найду, и я делаю это только для вас, чтобы вы совершенствовались с каждым днем и с каждой работой. Я надеюсь, мои советы вам помогут. Посмотрите, если разложить вот эту бровку и посмотреть, где же здесь недостатки, можно заметить, что вот эта точка изгиба, она ниже, чем верхнее ребро бровки, то есть видите, бровка пошла вот такой дугой. Такая форма не очень современная, и я советую не делать дугу в работе, а все-таки выбирать более такую ровную, лаконичную форму и не терять точку изгиба, а то визуально бровка вот так вот заваливается. Ну и также, я думаю, вам будет полезно пробежаться по цвету и по колористике, по подбору пигмента. Посмотрите, цвет достаточно прохладный и плотненько нанесен на кончики. Я бы не советовала очень плотно работать, потому что, судя по всему, не уверена, конечно, на 100%, какой мастер использовал пигмент, но все-таки, судя по фотографии, мне кажется, что это гибридный пигмент, и вот именно гибридным пигментом не стоит так плотно работать, особенно на такой белой коже, склонной к покраснениям, немножко розоватой, то есть на такой коже должен пигмент быть светлый на желтой основе, только тогда заживет красивым цветом, который, собственно, и нужен. А мы с вами переходим к следующей работе. И здесь у нас работа на возрастной коже. Сразу по форме, вот что больше всего бросается в глаза. Это сильный скос в начале брови. Смотрится так немножко угловато. Я бы сделала, конечно, помягче переход и добавила сверху легкую такую полупрозрачную пудру. То есть все-таки скос должен быть такой плавный. Вначале бровка должна сходить на нет и растворяться. Поэтому здесь даже можно было сделать чуть-чуть посветлее. Ну и хочется, конечно, чтобы больше еще читался градиент, вот эта легкость. Хотя, если посмотреть, бровка такая достаточно пиксельная, воздушная, но не хватает еще больше светлых участков, больше растяжки цвета, легкости, воздушности в начале бровки. Также при растушевке обратите внимание на вертикальный градиент. Здесь он тоже не особо читается. Все-таки самое темное место у нас это на апексе. И уже из этого темного места мы длинными такими штришочками, вот так вот елочкой, немножко выходя за форму брови, выводим легкую пудру, более светлую. То есть вот здесь вот достаточно ярко сверху и снизу достаточно ярко. Нету вот этого перехода. Хочется, чтобы он был. И еще добавлю по цвету. Вот с колористикой мастер попал именно в точку. Конечно, сразу после процедуры цвет такой тепловатый, немножко в рыжинку уходит, но это нормально для гибридных пигментов, заживет более прохладным оттенком и не будет никакой серости. Ну и видно, что здесь у нас клиентка с таким каштановым теплым оттенком волос, поэтому брови, я думаю, заживут прям вот в тон к волосам. Итак, следующая работа. Кстати, хочу отметить, красивая фотография, четкая, хороший свет, сразу видно кольцевую лампу, отражающуюся в зрачках клиента. Очень важно, конечно, при фотографии выстроить правильно свет, сфотографировать, сделать 1000 разных ракурсов и выбрать наиболее удачный кадр. Важно себя хорошо позиционировать правильно. Вы можете посмотреть, кстати, отдельный ролик на эту тему, перейдя по вот этой ссылочке, потому что это очень важно для каждого мастера. Но и сама работа, конечно, мне тоже очень нравится, прям пиксельно, красиво, точечки прослеживаются, градиенты есть и вертикальный градиент, посмотрите, нижняя линия более четкая, верхняя легкая, в начале нету никакого такого резкого скоса, да, начало у нас растворяется, сходит на нет. Мне работа очень нравится, мастер молодец. Переходим к следующей работе, но и сразу видна разница на контрасте, да, предыдущая работа у нас такая пиксельная, легкая, а здесь уже бровка более теневая, хотя есть
такой переход цвета к головке, но хочется все же больше перехода, больше легкости. Не стоит плотнить свои работы. Работайте лучше легко, поверхностно. Бог с ним, вы добавите на коррекции этот цвет, яркость, если потребуется. Но самое главное, вы не перетемните, вы не создадите этот пластилиновый эффект на бровях. И также нужно учитывать, чем больше пигмента вы уложите в кожу, чем плотнее вы нанесете на первой процедуре, тем холоднее у вас получится результат при заживлении. Поэтому я всегда это объясняю клиентам, меня все всегда слушаются, никто не хочет плотных каких-то темных холодных бровей, а яркие брови это что у нас? Это как раз таки прохлада, холодные оттенки. Поэтому лучше работайте полегче, более теплыми пигментами, светленькими и потихонечку добавляйте яркость. Вот, но здесь тоже не хватает градиента, не хватает легкости, также вертикального градиента, да, четкая линия такая же сверху, как и снизу, хочется пиксельности по верху и легкости, верхняя граничка у нас должна растворяться в воздухе и быть такой вот прям прозрачной и легкой, а нижняя как раз таки четкая, с этим здесь все нормально, но нижнюю линию у переносицы мы также растворяем, чтобы не было вот таких вот четких линий. Вообще, как это выглядит при заживлении? Вот смотрите, даже здесь, да, на примере, сверху прям полупрозрачно, а нижняя линия на контрасте четкая-четкая. Как заживет? Здесь просто будет прям прозрачно, вообще не будет читаться угол, а снизу будет как раз таки он читаться, и будет он выглядеть яркой линией, такой вот как клювиком я это называю, грубовато смотрится, резко, поэтому где-то за 7-5 миллиметров до окончания бровки по нижней границе мы эту линию также растворяем на нет длинными штришочками от себя, то есть линия эта также уходит в пиксели, в полупрозрачное и как бы где-то там заканчивается непонятно. Переходим к следующей работе, и работа очень достойная. Давайте увеличим работу, посмотрим, как технически она выполнена. Нижняя граница четкая, верхняя прозрачная не читается, да, это большой плюс. Единственное, если разложить по градиенту вот эту границу, да, у нас должен быть переход от темного к светлому. Немножечко не хватает вот здесь вот прям капельку добавить по яркости, и также уберется вот этот небольшой прогиб. То есть все-таки во время процедуры вы сажаете клиента, анализируете, смотрите фас, фотографируйте, чтобы прям ровные были бровки. Вот. Небольшие недочеты, совершенно не критичные, но если их устранить, будет вообще супер вау работа. Вот. Ну и также здесь можно немножко поработать над нижней границей, все-таки ее немного полегче прорисовывать, не так ярко, и получится более воздушно, более легко и гораздо красивее, не так грубо. По цвету видно, что оттенок теплый, поэтому заживет коричневым, хорошим, красивым цветом. В целом работа очень достойная. Мы переходим к следующей работе. Ну и здесь у нас до-после. Кстати, вот формат до-после всегда интересно смотреть. Но до-после формат тоже должен быть качественно сфотографирован. Должен быть однотонный фон, хорошее освещение, должна быть обязательно обработка. Если вы сами не умеете обрабатывать, можно подключить ретушера, и тогда ваши работы будут, конечно, выигрышно смотреться на фоне ваших конкурентов. Ну а касательно именно технического выполнения работы, я вижу, что все симметричное, но есть немножко небольшие вот недочеты. Вот здесь прогиб, вот здесь более ровное, но это совсем не критично, особенно когда заживет. Я думаю, будет выглядеть все хорошо. По цвету тоже они тепленькие, заживут коричневым хорошим цветом, без серости. Мастер молодец, с колористикой попал в точку, но можно, конечно, полегче, более выигрышную работу делать. В начале пиксельности, да, не хватает большим махом, полупрозрачно, легонечко штриховывается это все, чтобы оставались пиксели. И также это выполняется на минимальном вольтаже на машинке. Вот, то есть вот этих точечек, пикселюшек поверху можно немножечко поддобавить. Ну и все-таки вот так, если отодвинуть работу и посмотреть, где же у нас в работе акцент. Здесь немножечко акцент смещен. Посмотрите, самое яркое место у нас должно быть вот здесь, да? А у нас оно вот здесь. То есть вот это место, которое я отметила стрелочками, оно должно быть чуть попрозрачнее и как раз переходить в прозрачную головку. Тогда будет прям шикарный градиент. А место изгиба
как раз таки поярче. Ну и переходим сейчас к последней нашей работе. Здесь тоже есть определенные недочеты, которые нужно обязательно устранить. Посмотрите, мастер должен быть повнимательнее с нижней границей, то есть обратите внимание, она у нас идет и преломляется. То есть неровная она у нас должна быть идеально ровная. Для этого при отрисовке эскиза я фиксирую белой броу-пастой, либо же можете вы использовать какой-то стойкий корректор, чтобы создать вот эту четкость по нижней границе. И обязательно при первом проходе вы фиксируете эту нижнюю четкую границу, чтобы она потом не съехала. Ну и также сразу мы можем разделить, да, на А, Б, С, все элементарно просто. У нас бровь состоит из простых фигур. В общем-то, вот здесь у нас должна быть такая небольшая трапеция, как прямоугольник, который немножко сужается ближе к кончику. А в данном случае получился немного более скругленный уголок. То есть, опять же, не читается вот этот угол, и точка на уголочке ниже, чем, собственно, верхняя плоскость бровки. А такого быть не должно. Самая высокая точка у нас вот, это точка апекса. И потом уже из этой точки мы уводим в кончик. Также можно было бы немножко кончик сделать более открытым, чтобы он не смотрел вниз, чтобы не было такого крючка вниз, да, когда открытые хвостики смотрят вот так вот прям наверх, тогда получается лифтинг-эффект, такой открытый взгляд, нежели когда вот кончики вот так вот опущены. Здесь в основном проблемы по форме, а вот с градиентом все в порядке, то есть у нас верхняя линия такая пиксельная, хорошая, нижняя более четкая. Единственное еще какой момент подметила, сейчас вот уберу эти линии, по нижней границе, да, по нашей любимой, по которой часто очень бывают какие-то недочеты, посмотрите, вот здесь линия у нас читается, вот она. То есть линия не должна читаться, помимо того, что вот здесь кусочка немножко не хватает, она подпрыгнула линия, вот эта линия должна растворяться и сходить на нет. Ну и также по подбору пигмента я бы взяла в данной работе пигмент потеплее и посветлее, учитывая то, что тон кожи холодный, и посмотрите, присутствует некая пигментация в виде веснушек на коже. И это сигнализирует о том, что еще будет большая потеря по температуре пигмента при заживлении. То есть, когда брови заживут, они будут еще более холодными. Поэтому если вы видите холодную кожу, веснушки, берите прям пигмент на теплой основе, не бойтесь, потому что заживать он будет более холодным, чем в остальных случаях. Ну что, вы досмотрели это видео до конца, а это значит, что вы самый четкий мастер перманентного макияжа на всей планете.